У нас есть приточная установка. У нее есть 5 точек подключения. Вот мы забираем воздух, раздаем его, забираем на рециркуляцию и подключаем теплоноситель к калориферу. Что мы делаем? Нарисуем для начала воздуховоды, чтобы мы их наглядно видели. Рисую воздуховод. Сейчас сделаем высокую детализацию, чтобы мы видели, что мы рисуем. Подрезка вида у меня включена, да? Кто понимает, о чем я говорю. Ну, бог с ним, с переходом так с переходом. Рисуем с этой стороны воздуховод и рисуем с этой стороны воздуховод какой-то. Окей, есть у меня воздуховодики, смотрим на 3D-шечке и нарисуем еще трубочки. Вот у меня есть точки подключения, тоже не буду сейчас сильно заморачиваться. Рисую трубу, обратка и подача. Есть. То есть вот у меня приточная установка, которая подключена к каким-то системам. Она сразу разобрала себя по системам в диспетчере проекта. И теперь я хочу настроить фильтр таким образом, чтобы у меня осталась видна, допустим, система рециркуляции и приточная установка. Либо система притока и приточная установка без рециркуляции, без труб. Но трубы фильтровать как бы нам смысла нет. Если мы работаем только с воздуховодами, мы через переопределение видимости графики можем просто выключить трубы. То есть я отключаю трубы, там, фитинги, изоляцию, окей, труб нет. Если мне нужна схема, то же самое можем сделать на плане. Если мне нужно оставить только приток, оставляем приток. Приток у нас это система SA, Supply Air. Идем в настройки фильтра. При определении видимости графики, фильтры, создать новый фильтр. Создаем новый фильтр, называем его. Выбираем все, что нам с вами нужно для системы вентиляции. Да? То есть переключаемся на механику и выбираем там диффузоры, выбираем Duct Accessory, то есть наши клапаны, наши фитинги, изоляцию, наши сами воздуховоды, естественно, механическое оборудование. И переходим к настройке фильтров. Все эти элементы имеют какой-то общий параметр. Этот общий параметр у нас будет System Name. Дальше нам надо выбрать правильное условие. То есть мы ставим себе задачу, что я хочу видеть, что у меня на виде должно остаться. Остаться. Не скрыться, а остаться. То есть я хочу, чтобы на моем виде было видно все, что относится к системе SA, а все остальное пропало. То есть мне нужно настроить фильтр таким образом, чтобы на моем виде осталось только то, что мне нужно. Я хочу выбрать параметр does not contain. Все, что не содержит. В русском Revit там будет написано «не содержит». Вот я выбираю «не содержит», а дальше я не могу здесь выбрать имя системы, потому что я выбрала условие «не содержит». Если бы я выбирала Eclipse, тогда бы у меня выпадали эти имена систем. Если я выбираю параметр там «содержит», «не содержит», выпадающий список у меня работать не будет. Мне нужно вписать руками. И очень важно вписать вот это вот имя системы. Вот оно у нас здесь находится. Буковка, циферка нас не интересует, интересуют только буквы. Точно так же, как мы это вписывали в названии системы, в аббревиатуре системы. Сейчас она меня подхватывает из аббревиатуры. Создали этот фильтр, нажали ОК. И теперь нам надо его притащить на вид. Мы его принесли. Дальше вспоминаем, что мы настраивали в фильтре. Мы настраивали «не содержит». Значит, нам надо выключить видимость всех элементов, у которых в имени системы нет вот этих вот буквок SA. То есть мы снимаем галочку видимости и нажимаем ОК. У нас исчезает наша рециркуляция, остается приток. Если нам нужен там такой же вид или аналогичный фильтр для притока, тут у вас уже все легче. Копируете существующий, ваш настроенный уже, переименовываете его, меняете здесь условия. Окей. Добавляете его на вид. Этот фильтр вы убираете, либо выключаете. Первой галочкой вы его можете выключить. Отключаете видимость элементов притока. И у вас остается только рециркуляция с вашим оборудованием. И неважно, сколько точек подключения у него есть и какие системы к нему подключены. Надеюсь, для вас это было полезно и понятно. Подписывайтесь. Жду вас в следующих видео.